Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на октябрь 2025 года для восходящих скорпионов, а также для солнечных, для лунных скорпионов. Если вы знаете точное время своего рождения, то вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где вы можете записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию, на составление личного гороскопа. Если вы не знаете точное время своего рождения, то под каждым видео прописаны даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках, чтобы вы могли смотреть прогноз по дате своего рождения, потому что с общепринятыми датами по знакам зодиака они не совпадают. Также хотела бы вам напомнить о том, что мне всегда очень приятно и всегда очень важно получать от вас лайки, комментарии под видео, если вы делитесь этим видео с друзьями и помогаете распространению и росту канала. Теперь давайте говорить о тенденциях октября 2025 года для скорпионов. С 3 по 24 октября Меркурий будет идти по вашему 12 дому гороскопа. Меркурий в 12 доме гороскопа, конечно же, создает интерес к различным поездкам, возможно, организация каких-то поездок, покупка билетов, выяснение, какие там города, страны, как доехать. Но также Меркурий создает тенденцию на какие-то срочные поездки, либо срочное посещение закрытых организаций, наподобие больниц, санаториев, пансионатов, заводов, фабрик и так далее. Также Меркурий у вас указывает на какой-то вывод денег со счетов, с карточек, может быть, за границу, либо просто вывод, либо какие-то расходы. Но много-много мелких расходов тогда в таком случае, я бы сказала. И есть тенденция на какую-то разлуку с друзьями, выход из каких-то коллективов, из социальных сетей. Отказ может быть от каких-то достижений, которые у вас есть, отказ от каких-то, может быть, ну, знаете, например, ходите вы на тренировку куда-то, и вы ходите из круга вот этого, в котором вы тренируетесь, добровольно, потому что у вас есть другие планы, что-то такое. Ну и Меркурий в 12 доме гороскопа, период Меркурия в 12 доме гороскопа может давать, знаете, меньше говорить, но больше, может быть, писать, может быть, творческие какие-то порывы, чтобы написать текст, какую-то песню, книгу, может быть, инструкцию какую-то и так далее. 7 октября будет полнолуние в вашем 5 доме гороскопа. 5 дом — это дом романтики, влюбленности, развлечений, детей, обучения, эмоционального интеллекта. И полнолуние в 5 доме гороскопа может означать завершение какого-то этапа в учебе, завершение какого-то этапа у ваших детей, посещение какого-то мероприятия творческого, может быть, выставки, концерта, может быть, какое-то впечатление эмоциональное у вас будет в этот период. И все в таком роде, все, что связано с нашими впечатлениями и отдыхом. А с 9 октября по 2 ноября Венера зайдет в ваш 11 дом гороскопа, и у вас вот какой-то октябрь, такой вторая половина октября, даже больше, это период на то, чтобы немножко выдохнуть и отдохнуть. Венера у нас в оппозицию к Меркурию указывает на противоположные вещи. Меркурий указывает на выход из каких-то групп, а Венера указывает на то, что вы можете входить в какие-то группы. И может быть, действительно, вы будете просто менять круги общения, либо, допустим, если вы ходите, опять же, возьмем тренировку, если вы ходите на тренировку в один клуб, вы захотите выйти из одного клуба, пойти в другой клуб. Если вы ходите на занятия там иностранным языком в один клуб, вы ходите из одного клуба, заходите в другой клуб. То есть вот такие какие-то могут быть результаты, когда у вас меняются круги общения, меняются социальные сети. Возможно, это и на работе точно так же. С одними социальными сетями запретили пользоваться, другими разрешили пользоваться и так далее. Помимо этого, вот Меркурий указывает на то, что вы выводите деньги, а Венера указывает на то, что вы заводите деньги. Но вывести легко, а завести сложно на ваши счета. То есть, может быть, вы с кем-то чем-то меняться будете. Может быть, вы друг другу деньги как-то будете присылать с другими друзьями, с друзьями особенно.
А потом Венера еще указывает на то, что через ваших партнеров вы можете войти в какие-то новые круги общения, через ваших партнеров вы можете отправиться тоже в путешествие, либо как-то отдохнуть. У вас Венера в целом на отдых, на приятное общение с друзьями, на развлечения, тоже такие тенденции, на подарки какие-то. Также через какую-то команду вы можете получить какое-то достижение. Допустим, ваш отдел на работе получает какое-то достижение. Либо вы заключаете партнерское соглашение, партнерский бизнес в этот период, либо какое-то другое соглашение на партнерство. То есть может быть активна перемена именно в каких-то социальных группах, в которых вы состоите. С 17 октября по 16 ноября Солнце зайдет в ваш 12-й дом гороскопа. И вот Солнце тоже подтверждает эту тенденцию какого-то отдыха, перерыва, может быть, в работе. То есть у кого-то из скорпионов транзит Солнца по 12 дому гороскопа даст отпуск. У кого-то из скорпионов транзит Солнца по 12 дому гороскопа даст тоже какие-то просадку в работе. Может быть, простои какие-то. Может быть, мало работы. Но еще транзит Солнца по 12 дому гороскопа кому-то из скорпионов может дать и увольнение. А помимо этого, это период может быть, когда вы по работе можете, например, ездить в другие города, в другие страны, либо общаться с иностранцами, общаться с закрытыми организациями, может быть, опыта набираться или еще что-нибудь. Может быть, вас руководитель отправит на какое-то обучение, потому что у нас по астрологии опыт, вернее, обучение и отдых, они, собственно говоря, в астрологии связаны. И в общем-то, тут выглядит так, что либо вы отдыхаете, либо вы чему-то обучаетесь, набираетесь какого-то опыта. Солнце может прояснить какие-то дела, связанные с иностранными государствами, либо с другими городами, либо с каким-то вашим творчеством и так далее. Важное событие: с 18 октября Юпитер на 3 месяца зайдет в знак зодиака Рак, так сказать, помочить ножки, потому что вообще Юпитер один раз в год меняет знак примерно. В этом году он уже знак менял в мае, но такой у нас получается уникальный год, что Юпитер на 3 месяца до конца года зайдет в ваш 9-й дом гороскопа. Потом он из него выйдет, и только уже в середине 2026 года опять зайдет 9-й дом гороскопа. Но это такой пробный транзит, можно сказать. До 11 ноября Юпитер будет в прямом движении, потом в ретроградном движении. И вот этот транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа, я, конечно, постараюсь про него снять еще отдельное видео. Но в целом это улучшающий транзит. У вас Юпитер шел по 8-му дому гороскопа, и это могло, во-первых, создавать такую тенденцию, что вам нужно было деньгами поддерживать своих партнеров, помогать своим партнерам финансово, либо каким-то образом помогать другим людям финансово. Но не у всех, конечно, да. Но в целом Юпитер, планета денег, шел по 8-му дому чужих денег. Помимо этого он мог давать какие-то вредные пищевые привычки, расстройства какого-то образа питания, изменения в питании. Юпитер заходит в 9-й дом удачи и формирует очень хорошую финансовую комбинацию. Могут быть доходы от преподавания, могут быть доходы от других государств, от духовных каких-то мероприятий. В вашей жизни может появиться какой-то наставник, может быть, на время. Наставник, гуру, либо вы сами можете кого-то обучать. Также это в целом повышение какого-то уровня удачи у вас. В общем, на 3 месяца какая-то благоприятная тенденция по этому Юпитеру может быть. Если вы что-то делаете, допустим, пишете, создаете, то ваши труды могут быть замечены. Это очень хорошая комбинация тоже, пока Юпитер будет идти по 9-му дому гороскопа. И Юпитер может расширять, в принципе, количество общения, количество обучения, количество необходимости работать руками, может быть, тоже роста в социальных сетях, что-то такое. А 21 октября будет новолуние в вашем 12-м доме гороскопа. Новолуние в 12-м доме гороскопа может давать поездку, может давать перемены в работе, кстати, тоже. И опять же, как я и говорила, тут у вас тоже много тенденций, на отдых больше от работы. Либо в редких случаях, тут не сильно такие тенденции, но все-таки, если ваш гороскоп еще подтверждает, то может быть увольнение, смена работы. Также новолуние в 12-м доме гороскопа может давать какие-то планы, связанные с поездками, связанные с закрытыми организациями, может быть, посещением медицинских учреждений и так далее. А с 24 октября по 23 ноября Меркурий
Меркурий пойдет по вашему первому дому гороскопа. Меркурий в первом доме гороскопа — это всегда такая история, когда мы что-то о себе сообщаем, рассказываем. Возможно, у вас в жизни какие-то события интенсивные происходят, которыми вам хочется поделиться, и вы будете о себе рассказывать. Также транзит Меркурия по первому дому гороскопа — это интерес к себе. Может быть, посмотреть на себя со стороны, что-то про себя понять, изучить, заняться самоизучением, то есть, возможно, тоже там начать свой гороскоп изучать или начать изучать какой-то дизайн и так далее. Помимо этого, это по Меркурию может быть ситуация какого-то риска. Я вам вообще не рекомендую вторая половина октября, ноябрь, ничего делать такого, связанного с риском, с такой активностью, когда вы экстремальными видами спорта занимаетесь, чем-то таким, потому что Меркурий у вас хозяин 8-го дома гороскопа, он будет в первом доме гороскопа, Венера в этот период, хозяйка 12-го дома гороскопа, ослаблена, и после этого еще с 27 октября по 7 декабря в ваш первый дом гороскопа зайдет хозяин 6-го дома гороскопа Марс. То есть все дома, которые связаны с преодолением препятствий, с какими-то кризисами, они будут у вас либо в первом доме гороскопа, либо будут ослаблены, поэтому никакого риска, никакого экстрима. Желательно не назначать, конечно, на этот период, наверное, операции, не вступать в какие-то конфронтации. Марс в первом доме гороскопа в целом увеличивает такую активность, агрессивность. Нам хочется ответить, но это еще и моделирование тела может быть. Марс, хозяин 6-го дома гороскопа, может давать склонность к тому, чтобы заниматься спортом, к тому, чтобы проходить медицинские обследования, к тому, чтобы заняться чекапом своего здоровья. То есть это наверняка будут какие-то инъекции, это наверняка будут какие-то обследования, но также у кого-то может быть желание сделать татуировку, пирсинг и так далее. Но вот это вот все, конечно, я не рекомендую, потому что здесь у нас очень много влияния таких плохих хозяев плохих домов. Что еще по транзиту Марса по первому дому гороскопа может встать вопрос недвижимости, места проживания, и вы можете начать заниматься такими вопросами. Может быть, кто-то будет искать квартиру, может быть, будет кто-то покупать, продавать. Также транзит Марса по первому дому гороскопа может вносить конфликтность в отношениях в партнерстве, либо вы можете заставлять своего партнера мотивировать на что-то, может быть, там объединять других людей для того, чтобы выступать в каком-то соревновании, либо против кого-то. В общем, какая-то такая у вас будет какое-то желание побороться. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться, и до новых встреч. Пока-пока!